скандалов, личных проблем. Всем привет, с вами Галя Карен, и сегодня у меня для вас очень интересная тема – королевская династия Испании. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии и лайки. С XVIII века Испания находится под властью династии Бурбонов, которая пришла на смену Габсбургам после войны за испанское наследство. Испанское наследство, война 1701-1714 года, разразилась после смерти бездетного короля Испании Карла II. Преемником был назначен французский принц Анжуйский, Филипп Анжуйский, внук знаменитого короля Людовика XIV. Это очень испугало Европу, объединение Франции и Испании, потому что он был из династии Бурбонов, претендовала на трон также династия Габсбургов, это Австрия, но в результате после войны Филипп стал Филиппом V, но ему пришлось отказаться от претензий на французскую корону. Начиная с Филиппа V, Испании с перерывами правила династия Бурбонов, пока не пришли политические изменения 19-20 столетия. В 1931 году монархия была упразднена и возникла Вторая Испанская республика, а с 1939 по 1975 год страной правил диктатор Франциско Франко, установив авторитарный режим, и, конечно, ни о какой монархии речь идти не могла. Об этом я подробно рассказываю в своем ролике о гражданской войне в Испании. Смотрите ссылку в описании. После смерти Франко монархия была восстановлена, и на трон зашел молодой король Хуан Карлос I. Если честно, Франко выбрал себе преемника еще при жизни, потому что хотел воспитать удобного короля и чтобы сохранить свой авторитарный режим даже после смерти. Поэтому он взял Хуан Карлоса с детства под свой личный контроль. Он воспитывался на основах и принципах Франко и выглядел как молодой, современный, энергичный, дипломатичный король, который способен понравиться как испанцам, так и другим странам. Но, вопреки ожиданиям диктатора, Хуан Карлос повел страну к демократии, отказался от абсолютной монаршей власти и стал символом современной свободной Испании. И также он сыграл ключевую роль в предотвращении военного переворота 1981 года, выступив по испанскому телевидению. В этом году в парламенте шло заседание, и в зал ворвалась вооруженная группа гвардейцев во главе с подполковником Антонио Техера, выстрелила в воздух и приказала отказаться от демократии. Испания замерла. Это было очень похоже на новую диктатуру. Но Хуан Карлос в форме военного главнокомандующего выступил по телевидению, жестко осудив случившееся, и приказал военным не подчиняться мятежникам. С этого момента он стал символом демократии в Испании, и его авторитет взлетел. Однако к 2010 годам репутация Хуан Карлоса сильно пострадала из-за коррупционных скандалов, личных проблем, и он отрекся от престола в 2014 году в пользу своего сына Филиппа VI, текущего короля Испании, и сейчас проживает в добровольном изгнании в Арабских Эмиратах. Король Филипп VI получил прекрасное образование. Его супругой является королева Летисия, обычная женщина, не принадлежащая никакой королевской династии. Их знакомство было необыкновенно романтичным. Летисия работала журналистом на телевидении, когда ее увидел Филиппе. В этот момент она освещала экологическую катастрофу, которая произошла у берегов Испании в 2002 году, когда разлился танкер с нефтью. Он был очарован этой красивой, умной, уверенной в себе женщиной, и дальше все пошло, как в романтическом сериале.
Он организовал встречу через общих друзей. Они начали встречаться, но до последнего держали свои отношения в тайне. А в 2004 году поженились. И это первая женщина, которая не является членом никакой королевской династии. И также у нее до этого уже за плечами был брак. То есть для королевских династий всегда это был нонсенс. У королевской четы есть две дочери. Леонор, будущая наследница трона, и София. Леонор – это первая в истории династии женщина, которая готовится стать королевой. Она уже прошла военную подготовку, знает несколько языков, выступала с речами в парламенте. И ей всего-навсего на текущий момент 19 лет. София, младшая дочь, тоже активно участвует в политической и культурной жизни, часто сопровождает родителей на мероприятия. Филипп VI старается быть современным монархом. Он играет важную роль в современной Испании, немножко церемониальную, но тем не менее важную. Он подписывает законы, назначает премьер-министра, представляет Испанию за рубежом. Он и Летисия стараются представлять новую современную прозрачную монархию, особенно на фоне скандалов, связанных с его отцом Хуаном Карлосом I. И он старается держать нейтралитет в региональных конфликтах, таких как между Испанией и Каталонией. С вами Галя Карен. Подписывайтесь на мой канал. Надеюсь, вам было познавательно, интересно. Оставляйте свои комментарии. И пока-пока. До новых встреч!